Урок 1. Заказ еды. Заказ еды в ресторане быстрого питания может быть довольно интересным занятием, особенно при телефонных разговорах. Абсолютно. Иногда четкость общения играет решающую роль в том, чтобы получить именно то, что вы хотите. Да, и я всегда немного волнуюсь, когда разговариваю по телефону, стараюсь не упустить ни одной детали. Понимаю. Очень важно говорить четко и внимательно слушать, чтобы избежать недоразумений. Определенно. Кроме того, мне нравится, когда мой заказ будет готов, чтобы я мог быстро его доставить. Это разумный подход. Это помогает свести к минимуму путаницу и ускоряет процесс. Я также ценю, когда персонал дружелюбный и терпеливый во время разговора. Это делает впечатления более приятными. Да, позитивный настрой действительно может улучшить обслуживание клиентов даже по телефону. Давайте потренируемся в оформлении заказа прямо сейчас. Это может быть интересно и полезно. Урок 2. Семейная уборка. Сразу после того, как вы его почистите, она попросит моего отца, брата, сестру и меня помочь ей с уборкой. Похоже на командную работу. Здорово, когда семья занимается домашними делами. Да, когда все работают вместе, работать легче и веселее. Абсолютно. Кроме того, это прекрасный способ общаться и делиться историями во время работы. Я согласен. Иногда мы превращаем уборку в игру, чтобы сделать ее более приятной. Это фантастическая идея. Она может превратить обыденную задачу в нечто незабываемое. Точно! И это учит нас важности командной работы и ответственности. Давайте скоро запланируем семейную уборку. Это может быть веселая встреча. Мне бы очень понравилось. Давайте попробуем сделать работу по дому немного увлекательнее. Урок 3. Кошачье объятие. Моя кошка вошла в комнату и села у меня на колени. Она была очень довольна и тихо мурлыкала. Звучит так мило. У кошек есть способ заставить нас чувствовать себя любимыми и спокойными. Абсолютно. Удивительно, как ее присутствие может мгновенно украсить мой день. Да, животные обладают таким утешительным эффектом. Они знают, когда они нам больше всего нужны. Мне нравятся те тихие моменты, когда она обнимается со мной. Это нечто особенное. Определенно. Именно эти мелочи приносят столько радости в нашу жизнь. Я думаю, что домашние животные обладают уникальной способностью чувствовать наши эмоции и реагировать на них с Это любовью. так. Давайте спланируем день, чтобы отдохнуть с нашими домашними животными и насладиться их обществом. Я полностью за это. Давайте создадим еще больше уютных моментов в компании наших пушистых друзей. Урок 4. Воспоминания. Они вспомнили мою маму и хорошо провели время, разговаривая с ней, вспоминая старые времена. Звучит прекрасно. Всегда приятно делиться воспоминаниями с близкими. Да, эти разговоры могут вызвать такие приятные моменты и смех. Абсолютно. Важно беречь эти связи и истории из прошлого. Думаю, это помогает укрепить семейные узы, когда мы размышляем об общем опыте. Я полностью согласен. Давайте сделаем так, чтобы таких семейных собраний было больше. Отличная идея. Делиться историями и смеяться– прекрасный способ сохранить историю нашей семьи. Да, и это создает ощущение принадлежности и преемственности для всех. Вперед еще много незабываемых разговоров и заветных моментов. Урок 5. Креативные идеи. Отличная идея.
Я мог бы добавить фотографии с рукописными заметками для индивидуального подхода. Абсолютно. Это добавляет дополнительный уровень вдумчивости, который люди действительно ценят. Да, сочетание визуальных эффектов с личными сообщениями может сделать его более запоминающимся. Мне это нравится. Это показывает, сколько усилий вы вкладываете в свой проект. Точно. Кроме того, это интересный способ проявить творческий потенциал и поделиться историями. Думаю, это найдет отклик у других и создаст более глубокую связь. Давайте обсудим другие способы сделать этот проект уникальным и увлекательным. Мне не терпится увидеть, как мы можем улучшить его дальше. Вместе мы можем создать что-то действительно особенное, отражающее наши идеи. Урок 6. Покупка продуктов. Эй! Вы составили список покупок? Скоро я иду в магазин. Да, у меня есть. Я записала все, что нам нужно на неделю, чтобы мы ничего не забыли. Отлично. При покупках всегда помогает быть организованным. Абсолютно. Это экономит время и гарантирует получение всего необходимого. Мне всегда легче придерживаться списка и таким образом избегать импульсивных покупок. Точно. Кроме того, это помогает нам уложиться в бюджет, что очень важно. Давайте обязательно проверим, есть ли распродажи или скидки, пока мы там. Отличная идея. Всегда приятно сэкономить немного денег на продуктах. Я с нетерпением жду нашей поездки по магазинам, вместе всегда веселее. Урок 7. Выход на посадку. Давайте проверим выход на посадку нашего нового рейса. Хорошо. Важно приходить вовремя, особенно с учетом всех изменений. Да, мне бы не хотелось опоздать на наш рейс, потому что мы не планировали заранее. Абсолютно. Следите за графиком, чтобы избежать стресса в последнюю минуту. Я согласен. Давайте также позаботимся о том, чтобы наши посадочные талоны были готовы. Определенно. Я все перепроверю, прежде чем мы подойдем к воротам. Всегда лучше быть готовым на случай каких-либо задержек. Да, и получение информации о статусе рейса поможет нам расслабиться. Давай поспешим найти наши ворота. Я в восторге от нашей поездки. Урок 8. Вкусные рекомендации. Еда здесь вкусная и доступная. Есть и другие рекомендации в Ханое. Да, обязательно посетите старый квартал. Здесь полно вкусной уличной еды. Звучит фантастически. Мне нравится пробовать местные блюда, отражающие культуру. Абсолютно. Разнообразие вкусов и текстур поистине невероятное. Мне не терпится побаловать себя фой баньми, пока мы там. Да, и не забудьте попробовать яичный кофе. Это уникальное местное блюдо. Яичный кофе звучит интригующе. Я никогда об этом раньше не слышала. Это очень вкусное и сливочное блюдо, которое обязательно нужно попробовать при посещении. Я с нетерпением жду возможности попробовать все эти кулинарные шедевры. Урок 9. Советы по садоводству. Конечно. Начните с малого и выбирайте растения, подходящие для вашего Отличный климата. совет. При посадке важно учитывать окружающую среду. Да, выбор местных растений часто приводит к улучшению роста и снижению затрат на уход. Я полностью согласен. Это также отличный способ поддержать местные экосистемы. Точно. Кроме того, начав с нескольких растений, вы сможете со временем учиться и развиваться. Мне нравится идея постепенно строить красивый сад.
Давайте также подумаем, какие цветы или овощи мы хотим включить. Да, сочетание цветов и текстур сделает его визуально привлекательным. Я очень рад начать это путешествие по садоводству вместе с вами. Урок 10. Планирование поездки. Думаю, нам следует спланировать поездку. Важно, чтобы все было организовано заранее. Я бы сказала, что недели должно хватить, чтобы увидеть все, что мы хотим, не торопясь. Звучит отлично. Это дает нам достаточно времени, чтобы в полной мере исследовать место назначения и насладиться им. Точно. Кроме того, мы можем предусмотреть свободное время для отдыха и восстановления сил в перерывах между занятиями. Да, очень важно соблюдать этот баланс, иначе мы можем устать. Я согласен. Давайте составим список всех мест, которые мы хотим посетить, и впечатлений, которые мы хотим получить. Отличная идея. Таким образом, мы сможем расставить приоритеты в том, что для нас наиболее важно. Я с нетерпением жду начала планирования. Путешествовать по новым местам вместе будет очень приятно. Я тоже. Мы готовы оставить незабываемые воспоминания о нашем предстоящем приключении. Урок 11. Рыболовный образ жизни. Рыболовство было жизненно важной частью их источников пищи на протяжении многих поколений. Да, они жили в оседлых деревнях и стали экспертами в вырезании дерева из местных деревьев. Удивительно, как их навыки рыбалки и деревообработки повлияли на развитие их сообществ. Абсолютно. Эти навыки позволили им процветать и вести устойчивый образ жизни. Мне нравится, как они использовали окружающую среду, максимально используя доступные им ресурсы. Точно. Их отношения с природой сыграли важную роль в их выживании и развитии культуры. Давайте узнаем больше о том, как эти практики повлияли на современный образ жизни. Мне бы очень хотелось. Понимание их истории может стать для нас ценным уроком сегодня. Да, важно ценить традиции, сформировавшие наш мир. Урок 12. Идеальное жилье. Я тоже. Давайте позаботимся о том, чтобы мы нашли идеальное место для нашей поездки. Абсолютно. Комфортабельное жилье может значительно улучшить все впечатления. Да, я бы предпочла место с хорошими отзывами и удобным доступом к местным достопримечательностям. Это разумный выбор. Кроме того, очень важно иметь уютную комнату для отдыха после целого дня прогулок. Точно. Думаю, нам следует как можно скорее начать искать варианты, чтобы обеспечить лучшие предложения. Я согласен. Всегда полезно бронировать жилье заранее, особенно в пик сезона. Давайте также рассмотрим такие удобства, как завтрак и Wi-Fi, чтобы сделать наше пребывание более приятным. Отличное замечание. Наличие этих дополнительных услуг действительно может повысить наш комфорт и удобство. Я очень рад найти идеальное место, которое идеально соответствует нашим потребностям. Урок 13. Безопасность в ванной. Я думала о том, как важно иметь поручни в ванной комнате. Это такая простая, но эффективная мера безопасности. Абсолютно. Они действительно могут помочь предотвратить несчастные случаи, особенно для тех, кто может шататься на ногах. Точно. Думаю, это то, о чем должен подумать каждый, независимо от возраста. Я полностью согласен. Всегда лучше быть в безопасности, особенно в таком скользком месте, как ванная. Вы когда-нибудь думали об установке поручней в собственном доме? Да, у меня есть. Думаю,
Это небольшая инвестиция в душевное спокойствие и безопасность. Определенно. Кроме того, теперь они бывают разных дизайнов, поэтому их можно гармонировать с декором. Отличное замечание. Они не обязательно должны выглядеть в индустриальном стиле. Они также могут быть стильными. Точно. Все дело в том, чтобы сделать наше пространство функциональными и красивыми. Урок 14. Угол гостиной. Я думала об этом тихом уголке в гостиной. Это может быть идеальное место для уютного уголка для чтения. Это фантастическая идея. Это отличный способ использовать это пространство. А кому не нравятся хорошие книги? Точно. Удобное кресло и хорошее освещение создадут такую расслабляющую атмосферу. Я уже могу это представить. Возможно, даже небольшая книжная полка для хранения любимых книг поблизости. Да, это сделало бы его еще более привлекательным и А добавление функциональным. растений также может действительно оживить пространство. Мне нравится эта идея. Растения могут сделать любое помещение более ярким и свежим. Кроме того, в помещении царит приятная атмосфера природы. Это так успокаивает. Определенно. Давайте начнем искать идеальное кресло и декор, чтобы воплотить это видение в жизнь. Урок 15. Вызовы 18 века. Оглянувшись на историю, можно сказать, что XVIII век был особенно трудным временем для многих людей. Абсолютно. Большинство людей работали фермерами на земле, принадлежащей нескольким богатым помещикам. Наверное, в таких условиях зарабатывать на жизнь было невероятно сложно. Да, и неравенство между богатыми и бедными было огромным, что привело к множеству социальных проблем. Интересно, как эти проблемы сформировали общество и повлияли на будущие поколения. Точно. Эта борьба сыграла важную роль в развитии новых идей о правах и свободах. И очень важно помнить, что история формирует наше настоящее, помогая нам понять нынешнее неравенство. Да, признание прошлого необходимо для создания лучшего будущего для всех. Я согласен, очень важно учиться на этих трудностях и стремиться к построению более справедливого общества. Урок 16. Захватывающие подробности. Они такие увлекательные, не правда ли? Они действительно такие. Это мелочи, которые часто привлекают наше внимание больше всего. Точно. Мелкие детали могут многое рассказать нам о месте или человеке. Да, и они могут сделать обычный опыт необычным. Думаю, понимание этих нюансов обогащает наше понимание окружающего мира. Абсолютно. Давайте вместе обратим внимание на эти маленькие моменты и отпразднуем их. Звучит как прекрасная идея. В конце концов, жизнь кроется в деталях. Да, мы готовы воплотить красоту в повседневных впечатлениях. Мне не терпится исследовать мир с этой точки зрения. Урок 17. Праздник и праздник. Во время праздника они пригласили своих индийских друзей, что сделало это событие еще более особенным. Да, вождь Месайнт приехал вместе с 90 индейцами, что привело к активному культурному обмену. Это просто потрясающе. Наверное, это была невероятная встреча, наполненная историями и традициями. Абсолютно. Совместное использование еды и совместное празднование укрепляют связи между сообществами. Представляю, как на празднике было представлено множество вкусных блюд, каждая из которых имела свою значимость. Да,
И всегда приятно узнавать о разных культурах через их кухню. Давайте подробнее узнаем об их традициях и о том, как они отмечают особые события. Мне бы очень понравилось. Понимание этих культурных традиций может углубить наше понимание разнообразия. Мы готовы отдать должное сообществу и поделиться впечатлениями. Урок 18. Подготовка к поездке. Перед визитом мы должны убедиться, что у нас есть все необходимое. Отличная идея. Всегда полезно готовиться заранее, чтобы избежать стресса в последнюю минуту. Да, я составлю контрольный список, чтобы мы не забыли ничего важного для поездки. Это умно. Это действительно помогает оставаться организованным, особенно во время путешествий. Абсолютно. Я также возьму с собой несколько закусок для поездки, чтобы зарядиться энергией. Да, наличие закусок под рукой может сделать дальние поездки намного приятнее. Давайте также подтвердим наше бронирование, чтобы убедиться, что все в порядке. Определенно. Всегда лучше перепроверить эти данные перед отъездом. Я в восторге от нашего предстоящего приключения и от всего, что нас ждет. Урок 19. Язык и коммуникация. На языке говорят миллионы людей по всему миру, он объединяет всех нас. Однако мало кто знает о тонкостях изучения нового языка. Точно. Понимание культурного контекста так же важно, как словарный запас и грамматика. Да, и это существенно обогащает наше взаимодействие с другими людьми. Я думаю, что понимание этих нюансов может привести к более глубоким связям с людьми. Абсолютно. Давайте вместе изучим способы улучшить наши языковые навыки. Отличная идея! Мы можем практиковать беседы и перенимать опыт друг друга. Да, мы хотим стать более опытными и уверенными в общении. Я в восторге от этого языкового путешествия и общения. Урок 20. Живописные парки. Несомненно, поблизости есть живописный парк с ухоженными тропинками, которые нам стоит исследовать. Звучит прекрасно. Обожаю гулять на природе, особенно в таком ухоженном месте. Да, свежий воздух и яркая зелень действительно могут освежить наши умы и настроение. Я полностью согласен. Кроме того, это отличная возможность ненадолго отвлечься от суеты. Точно. Спокойная прогулка может творить чудеса с нашим благополучием. Давайте планируем посетить этот парк в следующие выходные. Я с нетерпением жду этого. Звучит отлично. Мы можем устроить пикник и провести день в окружении природы. Мне нравится эта идея. Это будет прекрасный способ провести время вместе и оценить красоту вокруг нас. Да, давайте заранее проверим погоду, чтобы убедиться, что у нас будет прекрасный день для прогулки. Урок 21. Значимые связи. Во время встречи обсуждались очень актуальные темы. Обменялись ли вы контактной информацией после этого? Да, я позаботился о том, чтобы пообщаться с несколькими людьми со схожими интересами и целями. Отлично! Налаживание связей может открыть множество возможностей для сотрудничества в будущем. Абсолютно. Налаживание отношений — ключ к расширению наших профессиональных горизонтов. Я согласен. Важно связаться с ними, чтобы сохранить эти связи. Да, я планирую быстро отправить им электронное письмо, чтобы поблагодарить их за беседу и продолжить диалог. Звучит как разумный шаг. Это свидетельствует о вашем профессионализме и заинтересованности в совместной работе.
Точно. Мне не терпится увидеть, к чему нас могут привести эти новые связи. Давайте продолжим поддерживать друг друга в налаживании связей. Это ценный навык для нашей карьеры. Урок 22. Преодоление страхов. Забыть свои реплики или споткнуться о слова — это, безусловно, распространенный страх, но я стараюсь справиться с этим. Да, публичные выступления могут быть пугающими для многих людей, но есть способы справиться с этим беспокойством. Точно. Я обнаружил, что занятия перед зеркалом помогают мне обрести уверенность в себе. Это отличная техника. Визуализация презентации может сделать ее более знакомой. Да, и я также стараюсь сосредоточиться на послании, а не беспокоиться о совершенстве. Это отличный образ мышления. Оно снова переключает внимание на самое важное, на общение с аудиторией. Абсолютно. Давайте вместе потренируемся в некоторых техниках, чтобы помочь друг другу лучше подготовиться. Мне бы это понравилось. Поддержка друг друга может существенно помочь преодолеть эти страхи. Давайте вместе справимся с нашими задачами по ораторскому искусству. Урок 23. Ответственное гражданство. Сохранение нашей свободы и нашего союза зависит от ответственного гражданства. Абсолютно. Участие в жизни наших сообществ и получение информации крайне важны для здоровой демократии. Да, когда граждане серьезно относятся к своим обязанностям, это укрепляет наше общество в целом. Я полностью согласен. Важно участвовать в местных мероприятиях и дискуссиях. Точно. Голосование — еще один важный аспект ответственного гражданина. Да, каждый голос имеет значение и может существенно повлиять на наше будущее. Давайте составим план совместного участия в общественных инициативах. Мне бы очень понравилось. Мы можем сделать так много, чтобы внести позитивный вклад в развитие нашего общества. Мы готовы активно участвовать в жизни нашего сообщества и менять мир к лучшему. Урок 24. Расслабляющий отдых. Пляжи и возможность отдохнуть на роскошных курортах звучат привлекательно. Определенно. Идея отдохнуть у океана за бокалом освежающего напитка так заманчива. Я согласен. Это идеальный способ расслабиться и избавиться от ежедневного стресса. Да, и нам следует подумать о том, чтобы посетить место, где можно отдохнуть и насладиться приключениями. Отличное замечание. Изучение местной культуры может значительно улучшить наши впечатления от путешествий. Точно. Давайте обязательно включим в наши планы такие виды активного отдыха, как сноркелинг или пеший туризм. Мне не терпится найти прекрасные пляжи и роскошные номера для нашего отдыха. Я тоже. Планирование этой поездки будет таким увлекательным занятием. Вас ждет фантастический отпуск, полный релаксации и открытий. Урок 25. Открытие университета. В одном конце университета, спрятанном среди нескольких зданий, есть пруд. Звучит прекрасно. Пруд может быть таким спокойным местом для отдыха и размышлений. Абсолютно. Это отличное место для студентов, чтобы отдохнуть между уроками. Думаю, оно окружено деревьями, что создает безмятежную атмосферу. Да, естественная красота дополняет атмосферу кампуса и способствует обучению. Я бы с удовольствием посидел у пруда и насладился спокойствием. Звучит как прекрасная идея. Важно делать перерывы и заряжаться энергией. Давайте скоро вместе посетим пруд. Мне бы очень хотелось увидеть его воочию.
Я с нетерпением жду этого. Вам предстоит найти скрытые сокровища в окрестностях Урок кампуса. 26. Домашний комфорт. И еще удобнее. Это правда, но впечатления от просмотра большого экрана того стоят. Абсолютно. Смотреть фильмы на большом экране с отличным звуком всегда приятно. Да, эффект погружения действительно повышает удовольствие от просмотра фильма. Я полностью согласен. В атмосфере кинотеатра есть что-то особенное. Точно. Но удобная обстановка дома позволяет нам наслаждаться любимыми фильмами в любое время. Да, и мы можем создать уютную обстановку с помощью закусок и одеял. Это самое лучшее. Давайте скоро запланируем вечер кино, объединив оба эти впечатления. Я в деле. Мы можем выбрать сочетание классики и новых релизов, чтобы насладиться ими вместе. Вас ждут отличные фильмы и уютные вечера, будь то дома или в театре. Урок 27. Профессиональный внешний вид. Отличное начало. Как насчет вашего выступления на собрании? Я планирую профессионально одеваться и ухаживать за собой, чтобы произвести положительное впечатление. Это важно. Безупречный внешний вид может значительно повысить вашу уверенность в себе. Абсолютно. Я хочу выразить профессионализм и подготовленность. Да, и это также свидетельствует об уважении к людям, с которыми вам предстоит встретиться. Я полностью согласен. Первые впечатления могут задать тон всей встречи. Давайте постараемся сделать все возможное, чтобы достойно себя представить. Я в восторге. Переодевшись, мы почувствуем себя более энергичными и готовыми к блистанию. Мы готовы произвести хорошие впечатления и достичь наших целей. Урок 28. Техники релаксации. Абсолютно. Зажжение свечи с ароматом лаванды перед сном помогает мне расслабиться. Звучит восхитительно. Лаванда известна своими успокаивающими свойствами. Да, успокаивающий аромат создает расслабляющую атмосферу, которая готовит меня ко сну. Я полностью согласен. Ароматерапия может стать таким замечательным средством для релаксации. Точно. Думаю, важно создать спокойный распорядок дня перед сном. Да, и это помогает дать понять нашему телу, что пора расслабиться. Давайте рассмотрим другие методы релаксации, которые можно использовать в нашей повседневной жизни. Мне бы очень понравилось. Поиск способов снять стресс очень важен для нашего благополучия. Мы готовы создать успокаивающую обстановку для лучшего сна и релаксации. Урок 29. Спокойные приключения. Очень важно сохранять спокойствие на протяжении всего путешествия. Это помогает получать удовольствие от приключений. Точно. Помните, это приключение не просто так, наполненное неожиданными моментами. Да, преодоление неопределенностей может оставить одни из лучших воспоминаний. Я полностью согласен. Расслабление позволяет нам быть открытыми для новых впечатлений. Давайте сосредоточимся на том, чтобы наслаждаться каждым этапом нашего путешествия, что бы ни случилось. Это отличный образ мышления. Все дело в путешествии, а не только в пункте назначения. Абсолютно. Мы постараемся максимально использовать каждый момент, с которым мы сталкиваемся. Да, давайте создадим незабываемые воспоминания и насладимся нашим приключением вместе. Я в восторге. Впереди наши предстоящие путешествия. Урок 30. Первые австралийцы. Вы когда-нибудь задумывались о богатой истории первых людей, живших в Австралии? Да,
Интересно узнать об аборигенах и жителях островов Торресова пролива и их тесной связи с Землей. Безусловно, их культура и традиции невероятно разнообразны и существуют уже тысячи лет. Удивительно, как они сохраняют свое наследие, адаптируясь к современным изменениям в обществе. Действительно, их знания об окружающей среде и устойчивых практиках — это то, чему мы все можем научиться. Да, и признание их вклада необходимо для укрепления взаимопонимания и уважения в наших сообществах. Это действительно подчеркивает важность сохранения культурной самобытности и поощрения инклюзивности. Безусловно, эти истории жизненно важны для самобытности Австралии, и их следует ценить и широко распространять. В конечном счете, понимание прошлого помогает нам построить более инклюзивное будущее для всех. Урок 31. Промышленная революция в развивающихся странах. Знаете, промышленная революция может произойти и в странах третьего мира. Это интересная идея. Она может значительно улучшить условия жизни многих людей. Безусловно, при наличии необходимых ресурсов и инвестиций мы можем стимулировать инновации и создавать рабочие места. Да, развивающимся странам важно использовать технологии и образование для достижения прогресса. Кроме того, это может помочь сообществам вырваться из порочного круга бедности и построить устойчивое будущее. Именно поэтому развитие предпринимательства может привести к местным решениям, направленным на решение конкретных проблем. Все дело в создании возможностей для роста и развития, которые улучшают жизнь целых сообществ. В конечном итоге принципы промышленной революции могут послужить основой для позитивных изменений во всем мире. Да, и мы должны поддерживать инициативы, направленные на обучение и расширение прав и возможностей следующего поколения. Урок 32. Вечерние планы. Я подумала, что мы могли бы встретиться около 6 часов вечера. Тебе это Для подходит? меня это звучит идеально. Обожаю вечерние прогулки. В какой магазин мы идем? Я рассматривал новый продуктовый магазин, который только что открылся в центре города. Вы об этом слышали? Да, я видел несколько рекламных роликов и слышал, что здесь представлен фантастический выбор органических продуктов. Точно. Я подумала, что это будет отличное место для совместных прогулок за свежими ингредиентами. Не могу дождаться. Всегда интересно открывать для себя новые места, особенно когда речь идет о покупках продуктов питания. Кроме того, мы можем поужинать после покупки. Поблизости также есть несколько отличных ресторанов. Звучит как чудесный план. Я с нетерпением жду возможности попробовать это новое итальянское заведение. А я слышала удивительные вещи об их пасте. Надеюсь, у них есть место на свежем воздухе, чтобы приятно провести вечер. Урок 33. Устойчивый образ жизни. Я думаю, что одним из больших преимуществ этого подхода является то, что он дешевле и требует меньше земли по сравнению с традиционными методами. Это правда, и это нравится людям, которые не хотят вкладывать большие деньги в содержание больших объектов недвижимости. Именно поэтому многие ищут более доступные варианты жилья, которые по-прежнему обеспечивают комфорт и стиль. Удивительно, как устойчивые методы жизни становятся все более популярными в городских районах. Да, с появлением крошечных домов и экологичных дизайнов многие переходят на более простой образ жизни. Это действительно поощряет творческий подход к использованию пространства и ресурсов, не так ли? Абсолютно.
Люди находят инновационные способы максимально использовать жилую площадь и при этом минимизировать занимаемую ими площадь. В конце концов, этот сдвиг приносит пользу не только людям, но и положительно влияет на окружающую среду. Да, интересно думать о том, как эти тенденции повлияют на наше сообщество в будущем. Урок 34. Нетворкинг на конференциях. Привет! Вы тоже приехали на конференцию? Да, я такой. Я очень рад поучиться у спикеров и пообщаться с другими участниками. Это просто фантастика. Общение с людьми, разделяющими схожие интересы, всегда приносит огромную пользу. Безусловно, я верю, что эти возможности могут привести к сотрудничеству и новым идеям, о которых мы, возможно, не могли придумать в одиночку. Точно, и кто знает, какие партнерские отношения могут возникнуть в результате простого разговора. Верно. Удивительно, как одно соединение может открыть двери для бесчисленных возможностей в нашей профессиональной жизни. Кроме того, разнообразие точек зрения, с которыми мы сталкиваемся, действительно может обогатить наше понимание этой области. Да, и я думаю, что это также помогает нам расти, бросая вызов существующим точкам зрения и вдохновляя нас думать по-другому. В конце концов, этот опыт бесценен, и он может неожиданным образом повлиять на нашу карьеру.